Здравствуйте, меня зовут Сухова Дарья Сергеевна. И сегодня я хочу рассказать про дислексию. Что такое дислексия? Дислексия – это неспособность ребенка читать. К сожалению, в последнее время все больше родителей и учителей обращают внимание, что у детей присутствуют те или иные элементы дислексии. Обычно дислексию начинают замечать ко второму классу, когда большинство детей в классе уже читают, дислектики так и не могут читать, а если читают, то читают совсем не то, что написано. Они заменяют окончания слов, прочитывают не те слова, которые написаны. При написании, при письме у них тоже возникает большое количество трудностей. Обычно дети, у них очень неустойчивый почерк, они пишут все буквы разной величины, они не укладываются в строчку, слова пишутся не те, которые нужно было записать, то есть слово изменяются сами буквы. Они путают часто Б и Д, З и Ц, многие буквы одни заменяются другими. Это все признаки дислексии. Трудность дислексии заключается в том, что ребенок не запоминает букв. Он не запоминает, не сформировано пространственное мышление, он не запоминает саму букву, из каких элементов она состоит, не пространственное положение букв. И легче всего убрать такой дефект лепкой букв из пластилина. Вам понадобится пластилин Кохинор, белый. Он пластичный, хорошо, им даже можно писать целые слова в результате. И для начала вам понадобится алфавит. Вы кладете перед ребенком алфавит, и ребенок начинает лепить буквы. У меня колбаски уже заготовлены, ребенок пусть сам раскатает колбаски приблизительно вот такой величины. Значит, дальше ребенок лепит буквы по порядку. Сначала букву А. Тут очень важно, чтобы занятие доставляло ребенку радость. Пусть изначально буквы у ребенка дислектика будут... Я не видела ни одного ребенка, у которого буквы получаются сразу красивые и замечательные. Они получаются кривые и неаккуратные. Пусть лепят кривые и неаккуратные. Вы хвалите, да, вот похожа буква на Б, значит Б. Похожа на В, значит В. Значит, ребенок лепит, например, первых 4 буквы алфавита. После этого вы просите ребенка закрыть глаза и на ощупь определить. Кладете его ручку, и он на ощупь определяет, какая буква у него под рукой. Вы можете сделать, положить ему на руку, пусть он накроет одной рукой буквы в разном порядке. Он называет вам буквы, которые чувствует. После того, как он запомнил вот эти буквы, вы просите ребенка эти же буквы написать палочкой у него на руке. Он пишет буковку А сам себе, потом буковку Б и так далее. Дальше вы просите ребенка, говорите ему: я сейчас тебе буду писать, ты не будешь видеть букву, а ты должен ее накрыть ту букву, которую я тебе написал. И таким образом играете с ним вот в алфавит. Ваша цель – вылепить весь алфавит, чтобы ребенок, закрыв глаза, мог узнать любую букву алфавита на ощупь, чтобы и в результате, чтобы он мог узнать любую букву, которую вы напишете ему на руке. Вот когда это произойдет, только тогда он действительно запомнил каждую букву. Буквы можно делать не только из пластилина. Очень хорошо подойдет так называемая синильная проволока. Из нее сейчас делают поделки. Вообще она используется для изготовления шляп. Но вот нам она подойдет в качестве такого материала, из которого тоже делаются буквы. На самом деле лучше всего, конечно, если сначала вы отлепите буквы из пластилина, а потом попросите детей их делать из проволоки. Значит, тоже буквы, пусть он сам придумает способ, как ему из проволоки изготовить букву. Тут тоже важно очень просто хвалить ребенка за его изобретательность. Вот я, например, сделала букву А вот так. После этого он тоже узнает свои буквы на ощупь. Он их узнает на ощупь. То есть он делает весь алфавит из синильной проволоки и узнает буквы на ощупь. Можно перемежать это с лепкой из пластилина и делание из синильной проволоки. Можно сразу делать такие упражнения, например, не только буквы лепить,
а лепить сразу ребенку слова. Особенно это подходит для запоминания словарных слов. Он берет, например, для этого должно быть у него карточка с подписанным названием. Вы можете выбрать в интернете много сейчас карточек, не обязательно их покупать, их можно просто найти в качестве картинки. И смотря на образ, плюс слово, он лепит это слово и опять с закрытыми глазами на ощупь называет каждую букву в этом слове. И все это нужно делать до тех пор, пока ребенок у вас не научится распознавать любую букву, написанную ему на руке. Вот, то есть, когда ребенок у вас начнет, вы любую букву из алфавита пишете на руке, и он говорит: так, мама, ты мне написала букву Б, букву Г, букву Д. Когда это у вас получится, тогда вы можете прекратить лепку из пластилина. Все, спасибо.